Всем привет! В этом видео хочу поделиться своими доводами, почему домашнее задание — это на самом деле очень важный и нужный процесс. И сразу хочу оговориться о том, что я не буду иметь в виду домашнее задание в школе, потому что там очень много «но», «если», каких-то особенностей. То есть в целом школьное домашнее задание — это отдельная сложная история, в которую я буду касаться только поверхностно. В этом видео я хочу обсудить домашнее задание, которое у нас уже идет после, то есть в университете, в каких-то курсах, каких-то дополнительном образовании, которое вы получаете. И если со школьным домашним заданием все достаточно просто, вы его берете и делаете, потому что вы привыкли. А вот когда вы уже старше, когда вы уже дополнительно что-то получаете, расширяете свои знания, то домашнее задание воспринимается немного иначе. Вам кажется оно излишним, потому что вы взрослый человек, который все прекрасно понимает, если он что-то не понял, в принципе, может сам разобраться, зачем ему указывать, что вообще делать. Но все-таки зачем нам это нужно, вы сейчас поймете. И первый самый очевидный довод является в том, что для того, чтобы запомнить информацию, нам нужно встретиться с ней минимум 3 раза, а лучше 9 раз. То есть в любой форме, в которой нам доступно, если мы встречаем какую-либо информацию, мы ее автоматически запоминаем. То есть когда вы прослушиваете лекцию, вы просматриваете учебник, вы что-то пишете, читаете, слушаете и так далее, и неоднократно встречаете одну и ту же информацию, она автоматически запоминается. И это прекрасно и замечательно. То есть, в принципе, для того, чтобы что-либо нам запомнить, нам нужно приложить усилия, осознанно переработать эту информацию, но все-таки есть достаточно отточенные механизмы в нашем мозге, в нашей памяти, которые вот за счет встречания этой информации, она запоминается уже более на автоматическом уровне. Это удобно в том случае, когда информации очень много. То есть для какой-то очень важной информации вы прилагаете усилия, вы сконцентрированно ее стараетесь переработать для того, чтобы запомнить. Но есть еще много побочной информации, с которой вы просто встречаетесь, и вы ее запоминаете за счет того, что выполняете домашние задания, то есть продолжаете работать с информацией после того, как вы получили основной ее кусок. Следующий довод в копилку домашнего задания — это то, что когда вы выполняете какие-либо задания, которые вам уже задали после лекции, какого-то курса, еще чего-то, то есть когда вы поглощали очень активную информацию, которая исходила от другого человека, вот вы уже в тиши своей комнаты или библиотеки садитесь и разбираетесь. То есть вы уже более подробно разбираетесь по косточкам всю информацию. Это очень важный, нужный процесс. То есть зачастую недостаточно единоразового прослушивания информации. Даже если вам кажется, что вы все прекрасно поняли, вы все запомнили и так далее. Нет, это, скорее всего, не так. Скорее всего, у вас осталось всего максимум 20% информации, которую вы восприняли. Соответственно, когда вы делаете домашнее задание, когда вы разбираете тот материал, который вы восприняли, вы повышаете количество процентов, которые вы запоминаете. Не сразу 100%, надо будет потом еще раз повторить и, возможно, еще какое-нибудь домашнее задание сделать через паузу, через удаляющийся интервал, и тогда вы гарантированно будете помнить все действительно. Следующее — это, конечно же, закрепление практикой. То есть, скорее всего, домашние задания — это какие-то задачи, какие-то проработки того, что вы изучили, то есть применение той информации, которую вы изучили, а нет ничего лучше, чем практическое применение. То есть это именно те задания, которые вам не нужно искать для того, чтобы практически применить ваши знания. Они уже есть, они готовы, вам уже их дали, и выполняя их, вы практически закрепляете свою информацию, которую вы восприняли, плюс вы тут же обнаруживаете все пробелы, где вы слушали, где не слушали, где-то что-то упустили и так далее. То есть когда вы применяете свои знания на практике, они закрепляются совершенно иначе. То есть теоретическая информация — это одно дело, а теоретическая информация, подкрепленная практикой, это совершенно другое дело. Следующий момент относительно домашнего задания — это то, что вы более глубоко проникаете в тему. То есть вы не только подробно ее разбираете, то, что уже было на уроке, когда вы там разбираете конспект, когда вы сделаете домашнее задание, которое вам дали, то есть практическое применение, но также это позволяет вам глубже погрузиться в тему. То есть вы начинаете смотреть на нее с разных сторон, потому что зачастую те задания, которые вам дают, они помогают не только практически применить ваши знания, но и немного с другой стороны посмотреть, с каким-нибудь контекстом, в какой-нибудь другой ситуации, с какого-нибудь другого угла.
мнения и так далее. То есть здесь уже идет более глубокое проникновение в тему, вам уже становится, скорее всего, интересно. Плюс, если задание какое-то очень сложное, такое, знаете, творческое, с подковыркой, вам приходится искать какие-то дополнительные источники, искать, копать, пытаться найти ответ и так далее. Лучше просто не придумаешь, потому что это помогает проработать новый материал вообще со всех возможных сторон, что, собственно говоря, обеспечивает нам запоминание, понимание на очень глубоком уровне. Ну и отдельным пунктом хочется выделить то, что мы закрепляем пройденный материал. То есть это повторение того, что вы проходили. Я уже ранее говорила о том, что нужно обязательно повторять, но не все мы это любим, не всем нам хочется это делать, не каждый после лекции садится и там, через небольшой интервал повторяют все, что было на лекции. Это делают единицы. Но за счет того, что задание выполнять домашнее нужно, вы все равно в какой-то момент, через какой-либо интервал все равно садитесь и опять погружаетесь в тот материал, который вы изучали. То есть вам опять нужно припомнить какие-то вещи, то, что было на лекции, то, что вам рассказывали и так далее, для того, чтобы выполнить домашнее задание. То есть вы обеспечиваете в любом случае повтор материала. Далее два преимущества, о которых нам говорят ученые, которые изучают влияние домашнего задания на все виды студентов. Как на младших школьников, на старших, так и на студентов. Собственно говоря, какой сделали вывод ученые? Они сделали вывод, что в целом выполнение домашнего задания улучшает успеваемость. То есть по различным параметрам, которыми измеряют успеваемость, показатели значительно вырастают в тех школах, где школьники, студенты, выполняя домашнее задание, адекватное количество домашнего задания, где оно проверяется и так далее. То есть это улучшает ваши показатели. А также вы лучше видите свой прогресс, а также он происходит быстрее. То есть когда есть практическая отработка, когда есть повторение, когда есть возвращение, вы в любом случае идете гораздо быстрее, потому что вы лучше разбираетесь в материале, вы ощущаете себя гораздо лучше и, соответственно, вы быстрее продвигаетесь. Это актуально как раз-таки для тех моментов, когда вы самостоятельно идете в этом процессе, когда вы не привязаны к какому-то определенному времени, в лекциях и так далее. То есть вы можете идти гораздо быстрее, чем, например, те, кто начали вместе с вами. И последнее преимущество, которое дает вам выполнение домашнего задания, это воспитание самоорганизации и самообучения. Это то, чему нас практически никто никогда не учит. То есть зачастую в школах, в университетах, в других учебных заведениях нам материал разжевывают и кладут аккуратненько в клювик. То есть нам максимально рассказывают, что нам делать, когда нам делать, как нам это делать и так далее, особенно в школе. Но когда вы выполняете домашнее задание, вы один на один с этим заданием. Больше никто не может подсказать, помочь. У вас есть там, например, учебник, ваше задание и вы, собственно говоря. И если навыки самоорганизации, самообучения очень низкие, то будет сложновато, конечно. Но это все можно воспитать, это все можно прокачать, потому что это навык, которому можно научиться. Просто его нужно практиковать. Просто нужно на каких-то этапах себя заставлять, а потом оно войдет в привычку. То есть этот навык прокачается достаточно, чтобы стать привычкой. И тогда никакие задания, никакие проблемы, разборы для вас не будут проблемы. То есть это будет что-то автоматическое, что-то привычное. Все, моя хорошая, надеюсь, я вас убедила, что домашнее задание — это очень полезная штука, если относиться именно с точки зрения ее пользы для всего вашего процесса обучения, то тогда понятно, что это очень необходимая вещь, которую не нужно игнорировать. А также это хороший тренажер для того, чтобы разработать свою самоорганизацию и навык самообучения. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.